Лавкрафтовский ужас – это отдельный поджанр произведений, родоначальником которого и является сам Говард Филлипс Лавкрафт. Этому жанру свойственны определенные черты по типу космицизма, столкновения с запретными знаниями и вера в абсолютную незначительность человеческой судьбы на фоне существования древних, куда более могучих сущностей. Так, написанный в 1926 году рассказ «Зов Ктулху» повествовал о дремлющем в рельефе древнем боге, что ждет своего часа для возвращения в мир живых. В нем рассказывалось о массовых видениях, о варварских племенах, чтящих своего спящего бога, об их ритуалах и жертвоприношениях. Сам Ктулху появляется в финальной части рассказа, представая ожившей горой плоти, щупалец, глаз и когтистых лап. Это появление станет первым, но далеко не последним. С момента популяризации творчества Лавкрафта подводный бог станет чуть ли не его визитной карточкой, главным по узнаваемости детищем. С тех пор он гастролирует по другим хоррор-книгам. Его братья по дизайну мелькают в мультфильмах, а в играх он успел появиться в 5 крупных тайтлах и еще большем количестве менее громких проектов. И вот скажите мне, разве это не утомляет? Не поймите неправильно, мне нравится Зов Ктулху, мне нравится Тень над Инсмутом, но иногда начинает казаться, что для тех же разработчиков и издателей ничего кроме них не существует. Океан, темно-зеленая палитра, сырость, щупальца, щупальца, щупальца. И так раз за разом. А ведь Лавкрафт – это еще множество иных, не менее жутких и удивительных историй. Например, моя любимая «Сны в ведьмином доме». В этой повести молодой студент, одержимый неевклидовой геометрией, обнаруживает связь между точными науками и магией. В попытках узнать больше он ввязывается в противостояние с древней ведьмой и ее покровителями. Прыжки между мирами, трюки с пространством и попытки спасения похищенного ребенка. За ними сокрушительное поражение и жуткая смерть. Несмотря на грустный финал, этот трагичный тихий героизм не может не вдохновлять. Молодой, хилый и болезненный юнец буквально сгорал заживо, его мозг кипел от столкновения с потусторонним, но сила воли толкала к благому поступку до самого конца. Или что насчет шепчущего во тьме? История, в которой человек, узнавший о внеземной цивилизации слишком много, оказывается осажден внутри собственного дома. Мы сквозь главного героя держим связь с осажденным через письма, и каждый день они становятся все мрачнее, пока внезапно не доходят до мирного исхода. Нас же приглашают совершить визит в ныне мирную обитель друга по переписке, в которой мы с ужасом осознаем, что на деле хозяина уже подменили. Желание вернуть потомкам утерянное величие его рода в лампе Аль-Хазреда. Безмолвное, беспощадное влияние цвета из иных миров. Кровавые бани в Редхуке и монструозное существо, окрещенное ужасом Данвича. Целая библиотека идей, ждущих своего воплощения в новых итерациях. Лоскутки, связав которые, мы как читатели столкнемся не просто с очередным Инсмутом, но со вселенной Лавкрафта. И к моему счастью, эти лоскутки связали, обратив итоговое полотно в письмо любви, творчеству короля ужасов. Кому? Говарду Филлипсу Лавкрафту из темнейшего подземелья. Перед тем, как начать, хотелось бы отдельно отметить. Я буду обращаться к персонажам по их непосредственному роду деятельности в игре. Некромант, мельник, разбойник. Все ввиду того, что у действующих лиц здесь буквально нет имен. Предок на протяжении всей истории остается безымянным, и даже наш маленький городок вовсе не называется Гамлетом. Это английское слово означает «деревня». Сценаристы из Редхука намеренно обезличили все в игре, позволив вам давать имена, как своим героям, так и поселению, что делает общий опыт игры более личным. Исключения из правила есть.
Тот же Уилбур с именем отсылкой, но это именно что исключение. А теперь начинаем. Редкие лучи света пробиваются сквозь туманную взвесь лишь за тем, чтобы растаять в тяжелом и влажном воздухе. Им не дано развеять местную тьму, ведь ее начало лежит далеко за пределами обыденного мира. Сюда нас привело письмо от нашего предка, и здесь нас ждет наше фамильное наследие. Покрытые шипами и кровью бразды правления над погибающим захолустьем и его окрестностями. Но правда в том, что этот край не всегда был таким. Углубившись в чтение сырых страниц и внимая голосу предков в своей голове, мы способны восстановить картину событий и узнать всю глубину его прегрешений. И началось все с капли крови. Род нашего предка издревле утопал в богатстве и достатке, но лишь к его поколению ресурсы дома достигли совершенно нечеловеческих размахов. Пышные пиры, разгулы и приемы в замке стали абсолютно обыденными и рутинными, серыми, слишком зажатыми. Разум молодого правителя искал больших удовольствий, тех, что обычная знать себе позволить не могла. Решение он нашел в садах своего поместья. За живой изгородью и железным забором скрывалось отдельное маленькое королевство со своими банкетными залами и длинными террасами для прогулок. Те, в свою очередь, были соединены с особняками особо приближенной и богатой аристократии. Именно здесь предок принимал избранных гостей, именно здесь они, укрытые от взора церкви и простого люда, достигали самых глубин упадка человеческой морали. Ключевым событием этих садов станет появление таинственной, загадочной незнакомки на очередном приеме предка. С первых секунд она завладеет всем его вниманием и вызовет острое желание в его больном разуме, но вовсе не похоть, а жажда убийства. Приглашение на танец под светом луны как предлог остаться наедине и совершить затеянное. Острый клинок зажатый в руке и откровение. Неведомая гостья вовсе не была беззащитной аристократкой, но чем-то иным, совершенно чуждым человеческому миру. К ее несчастью, выбранной ею жертве от человека практически ничего не осталось. Из охотника она превратилась в добычу. Движимый ражем убийства и опьяненный своей властью, предок решается на отвратительный розыгрыш. Кровь убитой им твари наполняет бутылки с вином, и она же переливается в бокалы. Этой ночью он и его гости падут еще ниже. Мог ли он тогда знать, какой именно силой обладала эта кровь? Что малая часть существа может продолжить жить и вне своего носителя? Что как только первые глотки будут сделаны, они навсегда изменят саму суть испивших ее людей, одарив багровым проклятием, проклятием крови, проклятием вампиризма. Хотя, быть может, оно лишь обнажило их истинную природу. Сам предок не успел сделать полноценного глотка. Капля. Одна лишь капля попадет в его тело, но не обратит в монстра, а дарует ему видение. Осознание масштаба их мира, его роль в нем и сокрытый источник силы, таящийся глубоко в подземельях его имений. Его главную цель. Нетронутый багровым проклятием и бывшими гостями, предок покинет свои сады. Аристократы этих земель больше никогда не появятся на людях и не вернутся в свои дома. Документы, купчие и права на них столь удачно окажутся у единственного живого властителя этих земель, что перехватит над ними контроль, еще сильнее расширив свои владения и богатства. Новая цель предка требовала средств, а также истинного понимания увиденного, и он начал свой путь. Ветер перемен пах порохом и сталью, ладаном и мирой. Человечество шло вперед к эпохе прогресса. Оно оставляло позади культы и секты, веру в магию и сверхъестественное.
В столь разительно меняющемся ландшафте найти тех, кто практиковал древнее искусство и колдовство, было настоящим вызовом. Но даже их, мрачных жрецов и оккультных практиков, оказалось можно купить, созвать в свои земли и перенять их знания. Эти ученые-мужи стали почетными гостями предка, его учителями и наставниками. Под их руководством покупались древние тома с сакральными знаниями, магические реликвии, алхимические реагенты и дикие травы. Ритуалы, песнопения и обряды стали ярким огнем пылать в потаенных комнатах замка, и их свет привлек одного, крайне необычного мотылька. Покуда магия гостей из далеких краев была связана со смертью и манипуляцией над нею, юная особа, что пришла к предку, оказалась заинтересована в абсолютно других вещах. Ее вотчиной была природа и дикий лес. Она практиковала заговоры, заставляла растения менять свою натуру и варила зелья. Новые увлечения предка и его ресурсы манили девушку в замок, и хоть он и пытался противиться этому, все же вскоре пал под весом ее обаяния и острого ума. Вместе они покоряли неизведанное и вместе же обсуждали все те тайны, что им предстояло раскрыть. Возможно, именно тогда предок расскажет ей о багровом проклятии, о капле крови, что, попав в него, дарует ему видение об истинной природе вещей. И хоть он этого и не заметит, но именно эта история навсегда изменит судьбу молодой колдуньи. Сезоны сменялись, и время шло вперед. Предок был прилежен в своих занятиях, и вскоре его наставники исчерпали свою ценность. Им попросту было больше нечему его учить. В честь этого было решено выпроводить гостей с помпой и устроить пир, а после представить всех учителей к их заслуженной награде. Наглая и коварная ложь, ведь как только гости, сморенные трапезой, окажутся в кроватях, предок их убьет, перерезав глотки во сне. Буквально сразу же после, закрепляя триумфальное завершение своего обучения, он воскресит их оболочки, при этом сохранив большую часть их разума и магических способностей. Неизвестно, что именно случится дальше, но смею предположить, что предок переоценил свои способности. Воскрешенные мертвецы практически сразу сорвутся с цепи его контроля, исчезнув в ночи. Зато известно другое. Молодая дева, что сопровождала предка в его обучении, спустя года начала терять свой разум. Как бы ни было велико ее стремление в познании магии, она все еще оставалась позади него. Возможно, она желала лучше понять силы, с которыми пытается взаимодействовать. Возможно, именно таким виделся ей единственный путь к знаниям. А возможно, она отчаянно пыталась получить то же прозрение, что и предок после капли проклятой крови. Увидеть истину, сокрытую за материальной картиной мира. Именно тогда она перешла опасную черту и начала ставить опыты на самой себе. Она создавала сомнительные микстуры и зелья, которые самозабвенно пила. Редкие дикие травы, сырое мясо и живые звери стали ее пищей. Ничего из этого не давало результата, но ввергало ее разум во все большие пучины безумия. Ее тело грубело, начало меняться, и вскоре перед предком предстала уже не молодая и яркая дева, но омерзительная, сумасшедшая ведьма. Не в силах более терпеть ее выходок иного вида, он сошлет ведьму в леса и дикие чащобы, заставив навсегда покинуть замок. Оставшись в одиночестве, предок продолжит освоение запретных искусств, сместив свой фокус с мертвецов к призыву сущностей из иных измерений. В качестве подопытных сосудов он изберет свиней, что всегда в достатке вводились в землях его фермеров. К разочарованию предка, искусство призыва окажется тяжким ремеслом. Ритуалы требовали точных расчетов времени, правильного такта в песнопениях и щепетильного исполнения в целом. Все это противило его импульсивной натуре и ранило после провала с воскрешением мертвых. Желанный успех превратился в череду из бесконечных ошибок. Свиньи под напором переполняющих их сущностей
трансформировались и приобретали антропоморфную форму, но почти всегда имели существенные недостатки. Некоторые были хилыми и изломленными, другие полными сил, но их интеллект был близок к животному. Определенные результаты и вовсе не поддавались хоть какому-либо описанию. В то же время, в поисках пути к сокрытой под его землями силе, предок отыщет древнюю систему водных каналов и канализации, больше похожую на витиеватый лабиринт. Расположенный вдали от людских глаз, глубокий и заброшенный, он станет прекрасным местом сброса всех живых, неудачных экспериментов предка. Именно сюда отправятся все свинолюди, именно сюда отправится ожившая гора бесформенной плоти и мяса. Предок не мог позволить себе больше ошибок, ведь его запасы начинали быстро таять. В казне было все меньше средств, а в фермерских угодьях все меньше свиней. Решившись на отчаянный шаг, он возложит к ритуальному кругу не единицы, но десятки свиных тел разом. И тогда сущность воистину колоссальных масштабов отзовется на его призыв. Но и она окажется лишь очередным провалом. Гигантская и уродливая, жестокая антропоморфная свинья постоянно разлагалась и плавилась под напором вселившейся в нее силы. Дабы не исчезнуть насовсем, она требовала плоти, еще больших подношений и мяса, что продлили бы ее существование. Предок, все еще надеявшийся получить от потустороннего гостя знаний, выполнял его капризы, но вскоре понял тщетность этого союза. Как и все остальные неудачные попытки, эту также будет ожидать лишь изгнание в глубины лабиринтов. И несмотря на все это, данный призыв вовсе не окажется последним для предка. Урожай в ту пору вновь окажется подбит гнилью, и мельник, владелец огромных пахотных угодий близ замка, придет за помощью к своему властителю. Он нервно сжимал в руках шляпу и шептал о репутации предка, о магии и чудесах, о том, что в такое ненастье только чудо и может ему помочь. Уже вскоре его люди расставляли вокруг полей камни, испещренные рунами и магическими символами, что вырезал предок. Когда работа была окончена, мельник несчастно озирал свои владения, ожидая хоть какого-то результата. Взгляд предка же был прикован к небосводу, космической бездне, что лежало за ним. Но чудо не случится ни в тот день, ни в следующий. Силы, потраченные на возведение каменных идолов, не окупятся для мельника. Момент борьбы с болезнью окажется упущен, и гниль заберет его урожай, разорит хозяйство, тем самым обрекая мельника и его семью на бедное существование в рабстве у предка. Несмотря на странные слухи о персоне предка, что множились с каждым новым днем, его люди все еще относились к нему с уважением или же с теплым равнодушием. Это позволяло ему разнообразить свои дни прогулками по городку и посещением кабака. Именно там одна молодая и красивая дева начнет довольно настойчиво следовать за ним. Ее внимание сначала льстило, но после быстро начало приедаться. Предок не был в настроении для любовных дел и игрищ, его казна почти упустела, а поставленная перед ним цель в купе с раскопками была еще далека от завершения. Но, как и всегда, он нашел лазейку. Во время особого положения Луны на песчаные берега местных земель из воды выходили древние, мистические существа. Там, где обычный люд увидел монстров, предок увидел возможность договора. Они поняли, чего он у них просил, и попросили две вещи взамен: особый идол и кое-что еще. К сожалению, у этой сделки оказалась одна определенная свидетельница, чье появление здесь на самом деле решало вопрос о втором подношении. Когда идол окажется на месте, предок позовет из тьмы вечно следующую за ним робкую, но любопытную молодую деву. Ее чистота, наивность и очарованность знатным мистическим господином сыграет с ней ужасную шутку.
и спустя пару мгновений она окажется прикована цепями к каменному исполину. Еще секунда, и они вместе отправятся на дно. Прилив заглушит ее вопль, а вскоре вынесет на берег обещанную награду. Весь пляж окажется усыпан драгоценными камнями воистину гигантских размеров. Золото перестало быть проблемой на какое-то время, раскопки дали первые результаты и привели ко входу в некую сеть подземелий, но слухи о предке продолжали множиться. Его действия были слишком броскими и неаккуратными. Молва о пропаже всего свиного выводка, о разорении мельника и людских пропажах становилась все громче и громче. Люди указывали на огромные караваны с реликвиями, идущими к его имению, на странных гостей и раскопки, что он ведет. В попытках сгладить ситуацию, предок сменил линию поставки. Особо важные реликвии теперь доставлялись не по суше, но через море, одним кораблем и его командой. И только стоило ему поверить в то, что он вновь взял все под контроль, в город явился пророк. Старец, облаченный в рабу, повествовал о видениях, дарованных ему свыше. О том, что властитель этих земель ищет дорогу в бездну, и та охотно пожрет не только его, но и всех людей в округе. Будучи иноземцем, он тем не менее каким-то образом знал все о предыдущих поступках предка, о его предательствах, убийствах и прочих грехах. Понимая, сколь огромный урон наносится его репутации, предок незамедлительно попытался устранить этого иноземца, но не сумел. Ни десятки острых ножей в спине, ни утопления не помогали справиться с этим ходячим рупором. Хуже влияния пророка на людей оказалось его влияние на экипаж корабля, что доставлял реликвии. Те поняли, какой важный и секретный груз они перевозят, а потому подняли свои цены втридорога. Сумма, о которой шла речь, была не по карману предку, и тот с обещанием награды исчез, но задумал совершенно иное. В темноте ночи предок приберется к корабельному якорю и применит все знания, полученные им за годы обучения колдовству. Заговоры, переплетенные как и его помыслы, в назначенный час потянули якорь вниз всей тяжестью амбиций предка. Водная пучина проглотит все судно, а его экипаж даже не успеет проснуться. Окрыленный таким успехом, он осознал, что и проблему с пророком можно решить иным образом. Старец был обманут и переведен вниз к самому сердцу раскопа, где под толщей земли уже начинала стираться грань между мирами. Во всех подробностях и красках предок описывал свои замыслы пророку, пока тот глядел в самое сердце бездны. Наконец, разум старика не выдержал. Тот выколол свои глаза и, вопя от ужаса, убежал искать прибежище в бесконечных коридорах запутанного подземного лабиринта. Кровавая победа предка окажется скоротечной. Слишком многое он успел натворить, и слишком многое об этом поведал людям пророк. Жители всей округи взялись за факелы, и той же ночью город вспыхнет от протестов и недовольства. Силясь вернуть все под свой контроль, предок предложит местной страже своему войску те драгоценности и золото, что еще остались на самом дне его казны. Но все эти люди были выходцами из этих земель, они знали о молве и ненавидели своего господина. Как и многие другие, те лишь жаждали от него избавиться. Тогда предок обратится к тем, что ценят награду куда гораздо больше морали и принципов. Наемники, бандиты с большой дороги и убийцы. Все они под предводительством одного особо жестокого командира пообещают решить возникший вопрос быстро и очень эффективно. Они лишь просили не только золота, но и доступа к королевской пушке. Спустя пару часов весь город окажется залит кровью, воздух наполнит запах свинца и серы, гари и копоти. Что касается местного населения, то его число значительно сократится до куда более регулируемого количества.
Порою между нашими поступками и их последствиями лежит незримая пропасть лет. Она дает ложное чувство безопасности, но правда в том, что ничто не проходит бесследно. Одержимый продолжением раскопок, предок совершенно потеряет счет времени и того малого количества средств, что остались в его казне. Золото исчезало, превращаясь в крепкие лопаты и руки рабочих, в хлипкую верность наемной армии головорезов. Но между тем, этому краю был нужен истинный правитель. Тот, что сумел бы заметить признаки расползающейся повсюду порчи. Тот, что смог бы спасти эти земли. Ведь глубоко в ныне заброшенных садах свои глаза открывает та, чья кровь когда-то даровала видение предку. Вместе с ней просыпается ее свита из местной аристократии. Они голодны, они жаждут развлечения и удовольствия. Они жаждут крови и мести. Воздух начинает гудеть от взмахов комаринных крыльев, и багровое проклятие вновь возвращается в этот мир. Некогда умерщвленные и воскрешенные предком, его наставники из далеких земель нашли новый приют в руинах его фамильного гнезда. В катакомбах под ними все эти годы некроманты продолжали заниматься своим темным ремеслом, единственным, что они сохранили в своей памяти после возвращения. Мертвецы воскрешали мертвых. Сгнивший костлявый механизм, обреченный на бесконечное повторение. Кладбища в округе разрывались, и бывшие стражники, солдаты и генералы, бывшие дворяне и аристократы вновь оказывались в некогда величественных залах замка. Легион мертвецов множился и ширился. Непрекаянный, созданный лишь по наитию, он служит единственной цели – защищать того, кто дал им новую, извращенную жизнь. Хруст костей, лязг железа и бормотание ритуалов призыва наполняют подземелья. Единственным звуком, что изредка выбивается из их числа, служит безумный громкий хохот. Отчаянный смех ныне слепого пророка, что до сих пор пытается спрятаться от увиденного, от будущего, что вот-вот наступит. Покуда в руинах царила смерть, к западу от города местные леса начали разрастаться. Их кроны сворачивались в неестественные, жуткие формы. Их колючие ветви жестокой оградой оцепили всю округу. Раньше здесь пролегали торговые тракты, а тропы были отделены воротами. В некоторых местах воздвигались статуи и фонтаны. Теперь это все покрылось грязью, налетом и плесенью. Обычные люди, торговцы и садовники покинули этот лес. Зато в нем обосновался весь тот сброд, когда-то нанятый предком для возвращения контроля над городом. После получения оплаты они быстро смекнули, что теперь у местного властителя не осталось ни золота, ни намека на собственную армию. А потому теперь они могли грабить волю и делить полученное между собой. Торговцы, что от безысходности все же пытались пройти через их владения, редко оставались живыми. Под вековыми кронами деревьев здесь раскинулось царство беззакония и насилия. Бандиты всех сортов чувствовали себя как дома, но лишь до тех пор, пока не встретились с ней, с ведьмой, что когда-то постигала основы колдовства вместе с предком. Годы пребывания в лесу и экспериментов над своим телом сделали свое дело. Больная и искаженная природа подчинялась ее безумной воле, за ней следовали чумные звери, великаны и ведьминский ковен. Тех, кто противился ей и проиграл, она либо пожирала, либо участь их была еще менее завидной. Впервые с долгой поры бандитская шайка вновь выкатит огромную металлическую пушку. Теперь для защиты собственных границ. Именно металл и порох станут залогом выживания, и лес поделится на две части в этом шатком, гнилом и грязном перемирии. Но, что важнее, его обитатели, кем бы они ни были, теперь представляют угрозу для обычного народа. Тем временем жизнь этого народа пошла на спад и становилась хуже с каждым днем.
Те, кто не покинул этот край своими фермами и хозяйствами, жались поближе к городку, ведь дальше от него, к западу и востоку, творились истинные ужасы. На берегах у местной бухты люди видели странных созданий, похожих на антропоморфных рыб, гигантских медуз и крабов. Число их множилось, и спустя какое-то время эта территория стала полностью подвластна морскому народу. Что заставило их покинуть воду и начать покорять бухту? Из-за чего столь сильно увеличилось их число? Уж не потому ли, что теперь у них есть повелительница и мать? Королева, что желает нанести визит своему старому знакомому на суше. Это желание весьма кстати разделяют и другие жители бухты. Непрекаянные и переполненные злобой, они прекрасно знают, кто обрек их на погибель. Рыба о двух ногах – зрелище столь же дикое, как и те свиньи, которых видели у местного лабиринта канализации и туннелей. Гротескные и уродливые, вооруженные сталью, они рыщут по округе в поисках жертв. Скот, несчастные путники, местные разбойники и жители – все это становится их добычей. Жертвой, которую они несут в глубины своего подземного королевства, где находится их повелитель. Вечно голодный, вечно распадающийся на части со времен своего появления в этом мире, он требует больше мяса и больше жертв. Под его звериной волей свинолюди заселяют все больше коридоров лабиринта, боясь заглядывать лишь в одну его часть. Там свое существование влачит то, что даже они считают уродливым, жутким и опасным. Тварь, собранная из частей разных существ, так и не погибла, но научилась пересобирать себя, множиться и расти в размерах. Иногда в ее владения попадают неосторожные звери или свинолюди, лишь затем, чтобы стать ее частью. Но ужас скрывается не только в подземельях, лесу и руинах. Непроглядная тьма ночного небосвода внезапно озаряется вспышкой. Его рассекает сияющая внеземным светом звезда, что несется прямиком к хилому поселению, к полям старого дряхлого мельника и его семьи. Оглушительное падение и взрыв сотрясают землю, будят людей, и те несутся к окнам и возвышениям, дабы увидеть, как мельница рассыпается в воздухе, но не падает после. Она висит, словно подвешенная на невидимых нитях. И пусть обычному люду это неизвестно, но камни призыва в полях наконец-то выполнили свою задачу. Существо бесконечно древнее и могущественное, сравнимое лишь с тем, что обитает глубоко под землей этого края, ответило на ритуал призыва. Отчаяние и ужас, страх и злоба. Люди, оставшиеся в этих землях, больше не принадлежат себе, они стали заложниками оживших кошмаров, и пусть не способны дать отпор каждой из бед, они прекрасно знают, кто стал их причиной. Вздымаются в воздух вилы и факелы, ножи и ружья. Нет более ни наемников, ни стражей, что могли бы остановить марш до фамильного имения предка. Сам предок никуда не бежит. Он видит толпу за окном и ждет ее. Его волосы спутались и поседели, трясущаяся рука завершает последнюю строку с призывом наследника вернуться домой, вернуться и вернуть величие их рода, спасти край от той тьмы, что он выпустил на волю. Кровавая печать, и письмо отправляется в путь. Взведенный курок. Письмо достигло своего адресата, и наследник в нашем лице прибыл домой. Край перед нами погружен во тьму, и кажется, нет в этом мире силы, что могла бы вернуть ему прежний вид. Но мы можем попытаться. Дым поднимается над старым трактиром, и к нему прибывает первый дилижанс. Скромная группа из 4 человек в начале, но вскоре будут и другие. Разбойники, солдаты, воители и мистики, ведомые обещанием подвигов и звонкой монетой. Одни мечтают о великих битвах, другие лишь пытаются спрятаться от прошлого. Третьи превращают поле боя в театр и свою кровавую лабораторию.
Наш долг повести их в битву, указать на цель, позаботиться о том, чтобы у них были припасы, руководство к действию, город, где можно передохнуть и вновь отправиться в бой, лечебница, где залатают самые жуткие раны, и кладбище, где бренное тело найдет покой. Наше наследие, терновая корона власти, наш крестовый поход длиною в вечность против той бездны, что раскинулась вокруг нас. Он начнется с мрачных руин, с места, где мы столкнемся с армиями мертвецов и культистов, где кислотой, святым писанием и грубой силой навсегда затихнет смех безумного пророка, где прервется песнопение некромантов и войны древности вернутся обратно в землю. Затем мы перейдем к бухте, где нанесем удар в самое сердце морского народа, лишив их матери и королевы, где переполненная злобой команда утопленного корабля наконец-то прервет свой жуткий дозор. Битва за битвой мы будем вгрызаться глубже, открывая для себя все новые подробности происходящих бедств в округе. Вести нас будут записки павших собратьев по оружию и голос предка в нашем разуме. The great ruins belong to us, and we will find whatever secrets they hold. Сквозь грязь, желчь и кровь мы спустимся во глубины лабиринтов, где встретимся с яростью свиного народа. Это будет столкновение грубой силы, в котором нет места жалости. И наконец закончит свое существование раздувшаяся туша монстра. Наконец-то утихнет визг безликой твари. Оставив позади бесчисленные переплетения коридоров подземелий, мы отправимся в чащу. Леса здесь встретят нас рыком великанов, чумными тварями и свинцовым дождем. Это окажется настоящим испытанием о адаптации, ведь в этом первородном королевстве скорость решает все. Наконец-то головорезы поплатятся за все свои преступления и рухнет их металлический идол. Словно загнанный в угол зверь, они попытаются вцепиться в наш город, но сломают об него зубы и лишатся предводителя. Продравшись через ужасных существ, порожденных дикой магией, мы отыщем в глубине леса избу, где живет старая знакомая предка. И наконец-то поиском ведьмы и ее вечному голоду придет конец. Окрепнув и восстановив город, созвав людей со всего королевства и обучив целую армию профессионалов, мы наконец-то стали сильнее. Это был длинный и далеко не легкий путь. Мы совершили множество подвигов, но еще и множество ошибок. И каждая стоила нам очень-очень дорого. Но мы извлекли из них уроки. Мы нашли слабые места врагов и сумели взглянуть в самое сердце бездны. Дорогие гобелены, драгоценности и утерянное золото из руин обращались с новыми доспехами и клинками. Техники убийства мистических тварей отрабатывались до совершенства, а склады пополнялись магическими артефактами великой силы. Когда обитатели мельницы и Багрового двора появятся у наших ворот, мы будем готовы. Стальным вихрем наше войско прорубится сквозь туманный лабиринт, полный вампирского отродья. В его глубинах мы столкнемся не только с чудовищами, но и сами рискнем обратиться ими. Однако даже жажду крови мы сумеем обуздать и превратить в оружие. В конечном итоге, кровавая графиня и ее выводок сгорит в очищающем пламени. В этот раз без шанса на возвращение. Завершив свой поход против вампирского отребья, мы должны будем разобраться с последней проблемой на поверхности, прежде чем отправиться по следам своего предка, сквозь те врата, что он когда-то открыл. И мы видели многое, но мельница. Нашим войскам и прежде доводилось сталкиваться с вещами, которым нет объяснения. С сущностями, которым нельзя дать имя, но то, что происходило в полях, выходило даже за рамки виденного ранее. Жизнь здесь меняла свою форму, пространство не имело смысла, а время искажалось.
Все вокруг поросло внеземными кристаллами и все пытается нас убить. И чем дальше мы заходили, тем более жуткие вещи встречали. Но даже сквозь них мы сумели пробиться. Даже кошмары этого места превратили в наше преимущество. Сквозь потерявшего все мельника, обращенного в слугу космической твари. Сквозь его работников и жутких отпрысков звезд, до самой колыбели спящего бога из космоса. Мы не позволим ему пустить щупальца глубже. Мы не позволим ему проснуться. Клинки и стрелы из кристаллов неземного происхождения. Магические трофеи всех видов. Сила багрового проклятия, взятая под контроль. Оружие и броня превосходного качества и герои, что прошли через сотни битв и остались живы. Лучшие из лучших. Нас ждет финальный вызов. Готовы ли мы к нему? Сквозь каменные врата и глубоко вниз, туда, где нашли свой приют культисты. Козлу, что столь забвенно пытался раскопать наш предок. Через испытания, что лишают даже храбрецов рассудка. Прямиком в утробу, где зарождается новая жизнь. К главному откровению. Темнейшее подземелье – это не просто лабиринт, но бесконечные катакомбы из плоти, где из толщ земли кверху уходят столбы, покрытые кровеносными сосудами. Все вокруг – часть чего-то живого, и что хуже, кажется, каждый из нас тоже принадлежит к нему. Каждая смерть в этих землях, каждый падший монстр или герой – все они служили удобрением для того, что скрывалось в этих залах. Все наши ошибки и ошибки нашего предка кормили эту тварь. Ошибки ли? В своем порыве спасти этот край мы были ведомы записями смотрителя и голосом в нашей голове. Хриплый и глубокий, вкрадчивый и настойчивый, он принадлежал предку и вел нас вперед. Делился крупицами информации о том или ином событии, но никогда не рассказывал всего сразу. Время в его рассказах путалось, события шли нестройным чередом и полнились недосказанностью. Морской народ и восставшие мертвецы в его трактовке были злом, что пришли из ниоткуда, дабы посягнуть на наши земли. Мельник, свиной народ и разбойники неожиданной напастью неизвестной природы. Hideous matriarch, vile queen of the aphotic depths. She has no place in the sane world. И лишь после того, как затихало последнее эхо битвы, этот голос позволял себе откровение об их общем прошлом. I always wondered what became of the unfortunate little waif. О его ритуалах, о сделке с морским народом, о контракте с наемниками и о камнях призыва. За каждым ужасом этих земель, за всеми страданиями народа стояло вовсе не безликое зло, а один конкретный человек. Наша иноземность сыграла с нами злую шутку. Неосведомленные о его поступках, весь путь мы слепо следовали за тенью, чье прошлое и чьи намерения нам не были ясны. Действительно ли он желал искупить свои грехи? Верял нам свои знания для борьбы со злом, или же с удовольствием следил за той бойней, что разворачивалась на поверхности? Ведь в ней бесконечно погибали люди, животные, чудовища и твари с иной стороны мироздания. Все они стали кормом, их кровь стала купелью для истинного зла. А мы узнали обо всем слишком поздно и стали лишь частью его грязного плана. Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. И теперь, после всех испытаний, мы оказались у финала. Пред нами Альфа и Омега, Всеотец и Мать всего сущего и живого на земле. Сердце тьмы.
И подле него наш предок, что отдал все, дабы стать частью этого сердца. Имя вашего рода, жизни сотен и тысяч невинных, в том числе и павших под твоим командованием. Готов ли ты принести еще несколько жертв? Может ли творение оказаться сильнее своего создателя? Можно ли сразить собственного бога? Великой волей и нерушимой сталью, клинками и свинцом, но эта тварь падет от наших рук, утонет в своей бесконечно темной утробе. Но имеет ли смысл эта победа? Эту тварь нельзя изничтожить. Она часть нас и часть всего живого. Пройдет время, и она вернется, вновь начав цикл своего возрождения. Будем ли мы здесь сквозь годы, дабы дать ей отпор, или обратимся очередным безумцем после пройденных испытаний? Быть может, станем призраком у дороги? Выстоит ли наш город и армия без своего властителя? Известно одно, что вместе с новым циклом из руин нашего города вновь будет отправлено письмо с багровой печатью. Теперь, когда с основными сюжетными событиями игры мы разобрались, давайте попробуем найти как можно больше источников вдохновения, отсылок и референсов. Начать бы хотелось с повести «Ужас в Редхуке», где описываются события вымышленного городка из творчества Лавкрафта, в честь которого и названа студия-разработчик. В этом рассказе буквально дана основа игровой истории. Старейший мистик Роберт Сейден приобщается к магическим ритуалам. На различного рода артефакты он тратит все фамильное наследие, меняется сам и совершает множество странных вещей. А после жуткого финала с его последующей смертью, некие сектанты выкачивают всю кровь его погибшей невесты в бутылке. Как вишенка на торте, обнаружение в местной покинутой церкви двери, ведущей в настоящий ад. Другое произведение, что даже проливает свет на финальный твист, это случай Чарльза Декстера Варда. В этой истории главный герой Чарльз изучает историю своего предка, аристократа и колдуна Джозефа Карбона. Даже не подозревая всего ужаса происходящего, Чарльз оказывается впутан в древний план по возвращению своего предка к жизни. Буквально то, чем мы и занимаемся всю игру. Понять природу некроманта нам поможет Герберт Уэст, Воскреситель мертвых. Это повесть о талантливом медике-экспериментаторе, что сумеет создать особый раствор, оживляющий мертвых. Долгое время его попытки плодят лишь неразумных чудовищ, что терроризируют город и оказываются заперты в тюрьмах и больницах. Но все меняется, когда он попадает в самое сердце боевых действий. Пользуясь неразберихой, Герберт воскрешает умершего мгновение назад боевого хирурга, и тот не только оживает, но и членораздельно говорит, даже несмотря на отсеченную от тела голову, в которую раствор не попадал. Взрыв нового снаряда по крыше убежища хоронит под собой воскрешенного, а выживший Герберт со своим товарищем решают навсегда завязать с этой нечеловеческой практикой. Однако, как мы выясним после, оживший боевой хирург остался цел и продолжил заниматься ремеслом своего создателя. Мертвецы воскрешают мертвых. В конечном итоге за горе-медиком приходит целая армия полусгнивших трупов из местного склепа, дабы сердечно поблагодарить его за то, на что он их обрек. Ведьма — это собирательный образ, и у нее нет одного точного источника. Такие персонажи часто фигурировали в творчестве Лавкрафта, и троп с отшельниками для него очень привычен. Живущие на отшибе, диковатые одиночки с подозрительной и звериной внешностью, они почти всегда оказывались каннибалами или чем-то гораздо хуже. Это рассказ-картинка в старой книге и страшный старик, местами с примесью деталей о ковене ведьм из Аркхема. Гораздо проще определить природу свиного народа и их предводителя. Здесь мгновенно вспоминается рассказ «Ужас Данвича».
История, в которой огромный свиноподобный монстр долгие годы растет внутри сарая, оберегаемый родителями-культистами. К финалу он разрастается до совсем колоссальных масштабов и начинает пожирать жителей деревни. Остановить его сумеют лишь ученые, высыпав на чудовище особый порошок и изгнав с помощью заклинания. Перед смертью тварь взывает к Йог-Сатоту, тем самым подтверждая свою неземную природу. Уилбур, кстати, тоже отсюда. Так звали отпрыска культистов, мальчика-мутанта и переростка. Что касается морского народа и утопшей команды, то да, мы вновь возвращаемся к Теням над Инсмутом и Зову Ктулху. Первый рассказ даже имеет более детальную отсылку в лице дневника одного из приключенцев. Тот, как и главный герой Теней над Инсмутом, медленно превращается в рыболюда, но в отличие от книжного собрата делает это не ввиду своей изначальной природы, но после укуса местной твари. Сияние из иных миров нашло свое воплощение в судьбе местного мельника. Как и в рассказе, неизвестный объект, рухнувший с небес, отравляет землю, меняя ее природу. Жизнь на территории участка принимает жуткие формы, а постояльцы фермы медленно угасают, теряя человечность. У Лавкрафта несчастное семейство фермера смогло обрести хоть какой-то покой в смерти, но в темнейшем подземелье даже она не способна облегчить участь несчастных. The poor fool still stands, battered and broken as his precious mill. Когда наш отряд попадает в глубины этого кристального царства, то возникают параллели и с другим рассказом Лавкрафта. Словно в грезах в ведьмином доме, мы перемещаемся между измерениями, временем и пространством, дабы остановить грядущее злодеяние. И у нас получился внушительный список. И это я не коснулся вещей куда более минорных, по типу выдаваемых имен персонажам, образов монстров или же названиям предметов. Концентрированная лавкрафтщина. Однако причина, по которой я взялся за написание этого эссе, не в количестве отсылок и достоверности источникам, а в кое-чем гораздо более важном. Как я говорил в начале, когда речь заходит о Лавкрафте, то обычно подразумевается темы космицизма, хрупкости человечества и упадок западной цивилизации. Игра древних богов, ведьм и потусторонних сущностей столь сложная и великая, что в ней нет места индивидуализму и каким-то подвигам. Нет места героям, лишь жертвам обстоятельств. Но на самом деле за ширмой этого великого ужаса скрываются темы гораздо более низменные и понятные, человечные, во многом автобиографичные, ведь тяжело найти другого индивида, чья личность была бы столь сильно связана с его ремеслом. В рассказах Лавкрафта сквозит страх прогресса, иммигрантов и культуры, что они привозят с собой, будущего, что не принесло ничего хорошего, болезненная тоска по потерянному величию и дому, которому ты должен был принадлежать по праву рождения. Все это Говард взрастил в себе и перенес в свои труды не случайно. Еще ребенком он ходил по особняку своего дедушки, пока тот рассказывал внуку о далеких краях, бескрайнем космосе и древних мифах. Он был очарован античностью, писательским ремеслом и был горд принадлежать к благородной касте тех, кто ценит знания и историю, но вскоре был всего этого лишен. Сначала в психиатрической клинике погибнет отец Лавкрафта, а годы после его дедушка, на котором держалось все благосостояние семьи. Вскоре из старинного дома пропадет прислуга, и далее и он сам будет продан для закрытия долгов. Из этих двух обстоятельств вырастает нервозность Говарда, его страх потерять собственный разум подобно отцу, боль и тоска по великому дому, полному книг и реликвии, ноющее чувство потерянного наследства, не только финансового, но и статусного. В ранние годы он много писал, и рассказы эти были совершенно иными, нежели его позднее творчество. В них главные герои искали города своей мечты, свою далекую родину, что из раза в раз оказывалось лишь образами из сна. Непрекаянные поэты-изгнанники, моряки и сновидцы, все они тянулись к несбыточному прошлому, прятались в нем и пытались продлить иллюзию покоя. Дальше эти темы перерастут из поисков в осознание бессилия главными героями.
Они лишь игрушки в руках судьбы, затерянные среди волн жестокого моря. Именно это чувство незначительности и слабости Говарда перед миром вокруг впоследствии выльется в образы древних, хтонических богов. Ведь правда в том, что король ужасов в жизни был человеком глубоко несчастным, болезненным и хрупким. Он писал о исследованиях, космосе и науках, но не сумел окончить среднюю школу из-за слабого здоровья. Если он и публиковался, то лишь в журналах, а всю свою славу обрел уже посмертно. В его рассказах и письмах он предстает аристократом с изящным слогом прошлой эпохи, но в реальности еле сводит концы с концами, голодает и ночует где придется. Он боится людей и слывет расистом, чернокожих, евреев и азиатов вовсе презирает. Не потому что действительно относится к ним плохо, но потому что боится всего незнакомого и не похожего на увиденное им ранее. Он отдает себе в этом отчет и к поздним годам даже меняет свое мнение относительно прежних предрассудков, даже женится на еврейке. Однако под эгидой страхов проведет большую часть своей жизни, избегая как переезда в Нью-Йорк, так и любви своей жены. Несмотря на постоянный эскапизм в работе, он прекрасно осознавал свое положение, совершенные ошибки и даже писал: «Моя жизнь – это руины. Руины надежд, стремлений и идеалов». Ранимый, болезненный и по большей части одинокий, он потратил годы на возведение плотной стены между собой и окружающим миром, погрузившись при этом в полный мрак безнадежности. И мне кажется трогательным то, что главной темой темнейшего подземелья является вовсе не акт согласия, но протест этой концепции. Ведь мы – пламя. Все игровые обстоятельства, что кажутся тебе как игроку поначалу непреодолимыми, оказываются повержены, и неудачи становятся лишь маленькими шагами к прогрессу. Сквозь боль ошибок и бесконечные пробы, но ты находишь правильные тропы, превращающие даже зловещие коридоры руин в дружественную к тебе среду. Самые ужасные испытания здесь порою не ломают героев, но заставляют их превозмочь свои старые лимиты и воспрять духом. Если не ради себя, то ради своих товарищей. Many fall in the face of chaos, but not this one. Not today. В медиаполе Darkest Dungeon нередко описывается как несправедливая, сложная и жестокая к ошибкам игра, как олицетворение стресса, давления и страха. Но я с этим не согласен. Это игра о надежде и борьбе. Багровыми чернилами студия Red Hook написала повесть об искуплении. Не только грехов персонажей, но и бездействия перед лицом ужаса. Недаром именно так называется одно из главных достижений этой игры. Там, где персонажи повести Лавкрафта бежали и теряли разум, наши отряды крепче держали строй и, сжав зубы, шли в атаку. Там, где они отказывались взглянуть в бездну, мы маршировали в нее за победой. И несмотря на намек о цикличности мироздания в финале, это вовсе не поражение, потому что в первую очередь это также метафора отказа от принятия безысходности как единственно возможного варианта. Это не отрицание ужасов, это их признание. Да, порой этот мир ужасен, жесток и несправедлив. Он чудовищно холоден, и его бездушные шестерни переживали множество судеб, но именно поэтому мы действуем вопреки. Я считаю Darkest Dungeon одним из лучших, если не самым лучшим игровым произведением по вселенной Лавкрафта. Здесь сплетаются воедино все главные темы его творчества, делают это осмысленно и представляют собой одну, цельную историю без какой-либо абстракции. Но при этом это не просто история в его жанре. Несмотря на все отсылки, пасхалки и параллели, темнейшее подземелье – это история, которую Лавкрафт бы никогда не написал. Ведь там, где он бы увидел безнадежный конец, студия Red Hook нашла иной мотив. О том, что даже перед лицом бесформенного и великого зла, человек способен выбрать борьбу. А значит, тьма уже не всесильна. Но эта история вовсе не упрек. Это ода утешения короля ужасов. Рука поддержки, устремленная к ныне уже покойному Говарду.
Письмо, полное сострадания художнику, который боялся и мучился, но все равно писал о том, чтобы его боль была услышана и нашла отклик. Спустя долгие годы эти мольбы оказались услышаны. Darkest Dungeon – это письмо любви из темнейшего подземелья Говарду Филлипсу Лавкрафту. Если вы досмотрели до данного момента, то спасибо. Большое спасибо за просмотр. Буду очень рад услышать ваш фидбэк и мнение относительно всего ролика в комментариях. А я, если вы не против, то выдохну и попрошу пару минуток на простой монолог о проделанной работе. Данный видеоролик занял у меня огромное количество времени и сил в производстве, особенно что касается отрисовки иллюстраций к повествованию. Где-то задачу облегчали уже готовые спрайты из игры, но большинство вещей все равно делалось с нуля. Просто в один момент ударило в голову, что почти каждому параграфу текста будут картинки и все тут. И теперь, когда проект позади, я осознаю, что вряд ли я буду такие эксперименты повторять. Уж больно сильно они бьют по срокам и теснят все остальные планы в жизни. Еще вот даже в финале меня терзает ощущение того, что я не доработал тему. Это я к тому, что мне бы хотелось поговорить не только о сюжете, но и о восхитительной стилизации в игре. О том, какая же здесь сочная музыка, но я боялся, что я уже выбрал темой ролика сюжет, непрямое письмо Говарду, и теперь я не впихнул органично внутрь что-то еще. Хотя очень хотелось. Для себя дополнительно отмечу больше не замахиваться на такие штуки по отрисовке и не озвучивать все длинными сессиями. Уже на монтаже я осознал, насколько сильно мой голос осип и ослабел к финалу. Это, конечно, не дело. И еще. После предыдущих видеороликов пара добрых человек спросила меня о возможности финансовой поддержки. Теперь она есть, под видео ссылка на Donation Alerts. Буду очень благодарен за монеты. Если монет нет, не страшно, я уже благодарен за ваше внимание. Еще раз спасибо за просмотр, а я ухожу, и быть может еще услышимся.